Всем привет! В этом видео мы вспомним про всемирно известного бодибилдера Ронни Коллимана. В 1998 году он завоевал свою первую победу на конкурсе Мистер Олимпия и с тех пор побеждал там 8 раз подряд. У Ронни была своя собственно выработанная программа тренировок, которая отличается от традиционных. Тренировался он как на убой, очень тяжело и интенсивно, не щадя свои мышцы и суставы. Он просто ломал себя полностью. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Я спортсмен. И это привело его к печальному финалу. И мы попробуем разобрать весь этот длинный, ломаный путь Ронни Коллимана. От лучшего в мире накачанного тела до сдувшегося покалеченного человека в инвалидной коляске. В расцвете сил рост этого культуриста был 180 сантиметров, соревновательный вес 138 килограмм, вес в межсезонье 149 килограмм. Для начала давайте мельком разберем, как тренировался этот великий атлет. В своем тренинге Коллиман предпочитал принцип пирамиды. Он старался всегда плавно увеличивать вес после каждого подхода, но иногда он, возможно, перебарщивал и работал с пауэрлифтерскими нагрузками. Еще он любил чередовать два разных видов тренинга. Это силовой и качковский. В народе его еще называют пампингом. Он чередовал их примерно каждые 3-6 недель. И так круглый год, до самого выступления на Олимпии. Но можно отметить, что во время силового цикла Ронни тренировался с запредельной интенсивностью. Возможно, это и привело его к печальной инвалидности. Но опять же, не стоит все сваливать на одни сверхнагрузки. Ведь целая куча разных принимаемых химических препаратов вынуждала его тренироваться именно так. Без фармы он никогда бы и не стал бы надрываться с такими тяжестями, потому как даже и поднять бы их не смог. В общем, в силовом цикле он делал в основном по 2 базовых упражнения, в каждом из них по 2 или 3 подхода. За один такой подход он выполнял по 4 или 6 повторений. Веса эти были очень большие, но иногда он доводил до 8 и даже 10 повторений. Между такими подходами он долго отдыхал, не меньше 5 минут. Ну а в пампинговом качковском стиле Коллиман в основном делал по 3 или 4 упражнения, по 4 подхода в каждом. За подход он старался делать примерно по 15 повторений. Между подходами отдыхал по 1 или 2 минуты. Если вспомнить молодые годы Ронни, когда он еще только начинал побеждать на турнирах, то на момент своей первой победы на Олимпии он весил всего каких-то 110 килограмм, и до 2002 года его форма была стабильно неизменной, ну почти. Он тогда уже достиг своего генетического потолка. Так могло продолжаться и дальше, до тех пор, пока на шоу силы Коллиман не проиграл Гюнтеру Шлейеркампу. Вес Гюнтера на тот момент был 130 килограмм, против 115 коллимановских. И конечно же, после второго места Ронни очень сильно огорчился и решил отпустить все тормоза и захимичиться по полной всеми доступными ему способами. К следующему 2003 году Коллиман набрал 18 килограмм чистого мяса и вышел на Олимпию в образе настоящего монстра. Это в итоге и станет его точкой невозврата. С каждым годом он будет становиться все больше, теряя в пропорциях, становясь все более пузатым и только приобретая все новые и новые болячки. Таким образом, он насиловал свой организм до 2006 года, до тех пор, пока у него не произошла серьезная травма спины, из-за которой он уже не смог продолжать свои тренировки на том же уровне. Хотя на протяжении еще нескольких лет после ухода он будет продолжать заявлять о своем возвращении на Олимпию и что он снова всех победит, а его форма становилась со временем все хуже.
Это было заметно, когда он выступал со своими показательными выступлениями на разных шоу до 2012 года. Но навязчивые болезненные травмы все-таки его доконали. При этом он все еще пытался поднимать какие-то железяки в зале, но от этого он только сильнее усугублял проблемы со своими и без того изношенными суставами. Возможно, ему бы наоборот нужно было тогда полностью прекратить тренироваться с отягощениями и помаленьку заниматься исключительно оздоравливающими упражнениями с собственным весом. Но все зашло уже слишком далеко. В 2014 году Ронни начал ощущать нестерпимую боль. Врачи его убедили срочно сделать первую операцию по замене тазобедренного сустава. Сначала на одной ноге, а потом врачи уговорили его поменять сустав и на другой ноге. Спустя некоторое время после операции боль в суставах прошла, и Колеман снова пошел в спортзал тягать железо. Но он с удивлением обнаружил, что приседать со штангой с искусственными суставами у него уже не получается, поэтому ноги он тренировал уже на различных жимовых тренажерах. Потом у Ронни помаленьку стала побаливать спина, и на протяжении целого года после замены суставов он благополучно доламывал уже и ее. Сначала ему сделали операцию на позвоночнике в шейном отделе, но Колеман не отчаивался, продолжая упорные тренировки. Это привело к тому, что врачи вкрутили ему в позвоночник 2 шурупа. Первые пару дней после этого у него были настоящие мучения. По его словам, он готов был застрелиться, чтобы прекратить боль. В ход шли все обезболивающие и даже морфин. Спустя несколько дней ему полегчало, и в скором времени он опять пошел в спортзал тягать железо, произнося свое легендарное lightweight. Объем бицепсов у него тогда уже откатил до 41 сантиметра в объеме, поэтому Ронни поставил себе цель раскачать их за 50 сантиметров. Ему еще и ноги тоже хотелось подкачать, но исходя из болтов в спине и искусственных тазобедренных суставов, его ноги расти уже отказывались. В 2016 году он докачался до того, что не мог нормально ходить и в основном передвигался на инвалидной коляске. К тому же у него снова начались страдания, связанные с операциями. Ему тогда предстояло вкрутить в позвоночник еще несколько шурупов. Во время операции хирурги трудились 11 часов. Потом Ронни шутливо писал, что у него теперь в спине 6 титановых болтов. Осталось еще 2 и получится по одной за каждую победу на Олимпии. Но, как показало время, результат всех этих операций с шурупами был недолгим. Ведь Ронни все равно продолжал тренироваться и поднимать различные отягощения. Все эти болты в позвоночнике расшатались, и от них становилось все хуже. По прошествии 2 лет, в 2018 году, врачам пришлось их срочно выкручивать обратно. Но позвоночник без них сам уже не держался, а заново вкрутить их было уже нельзя, потому что старые отверстия от тех болтов были уже раздолбанными. Тогда врачи решили вкрутить их с другой стороны. Для этого им пришлось вынимать из живота у Ронни все внутренности. Эта операция прошла вроде бы успешно. Спустя всего 6 дней после этого он уже жал гантели по 4 килограмма прямо лежа на койке, сугубо для поднятия духа. Со временем он уже начал делать и другие упражнения. Его почитатели писали ему, что зачем он доламывает у себя последние, но в ответ он лишь показал свой исхудавшийся бицепс, говоря, что выглядит он неплохо для человека, которому перепотрошили все внутренности. На сегодняшний день он продолжает помаленьку как может заниматься, параллельно продвигая свой бренд спортпита.
В общем, в итоге можно сказать, что Ронни Коллиман тренируется уже больше 40 лет и сам признается, что качать железо будет до конца своей жизни и плевать на все операции. Он фанат своего дела, и это его личное безумие.